Вот решил немножко посадить еще голубики сортовой высокорослой. Купил голубику и купил торф. То есть вот у нас здесь как раз моим методом, да, вот мешки, вот посмотрите, торчит один край мешка, вот здесь где-то второй, вот он мешок спрятан туда под землю. И вырезан вот так вот, значит, такой прямоугольник. И добавлено обязательно вот подкислитель, желтенькие вот эти вот гранулы. Они будут потихонечку растворяться и подкислять. То есть если сейчас где-то кислотность 5 я мерил, 5-5,5, то есть это не годится для голубики. Для голубики надо 3,5, 4,5, вот где-то в этих пределах. Вот. Соответственно, вот видите, да, вот пакетик. Я просто его сделал снизу дырочки и прорезал сверху. И дальше я накрою агроволокном это все, сделаю прорезы в агроволокне и посажу вот такую голубику. Такую красавчики такие на распродаже нашел в магазине. Вот единственное, что меня смущает, здесь нету сорта вообще. То есть можно только догадываться, что это Blue Crop, возможно, или Blue что-то. Вот. То есть такие узенькие листья. Вот. Но, может быть, напишите в комментариях, если вы знаете какой-то сорт. Можете предположить, что это может быть, то будет классно. Но это в любом случае заявлено как высокорослая. Голубика досталась мне практически бесплатно. Можно сказать, спас из магазина. Вот. Так что буду сажать вот сюда вот. В прошлом году осенью я посадил вот эти кустики. Вот здесь вот закрыл пленочкой. Как видите, я подернул пленку. Закрыл, поэтому тут, конечно, сразу проступила трава. Вот здесь вот она растет, но я еще буду обрабатывать ее от травы. Вот. А что сказать о голубике, то она прекрасна. Здесь образовалось сразу в первом же году множество почек. Это все вот эти большие почки. Это все почки цветковые, плодовые почки. Так что здесь будет цветочки и потом, соответственно, уже сами ягодки. Вот посмотрите, здесь просто усыпано все цветами. А вот ягодки появились такие. Пока что созревают еще. И вот это чудо кустик. Посмотрите, сколько ягод. Красота. Прямо все усыпано ягодками. 13 сентября. И вот такие результаты у нас появились. Ягодки созревшие. Вот выглядит это вот так вот. Некоторые довольно большие, крупные. Вот как это. У меня рука довольно большая, но здесь сантиметр где-то есть. Вот. Ягод довольно много. Вот. Но еще далеко не все созрели. Вон там еще много зеленых. Там вот этот кустик, он был на солнце. Максимально на солнце. А те немножко в тени. И вот есть четкая взаимосвязь. Чем меньше света, тем меньше ягод. Ну вот, смотрите. Вот тут вот совсем немножко. Ну, есть, конечно, ягодки, но немножечко. И тут там пару ягодок. То есть условия у них совершенно были одинаковые. Одинаковое количество удобрений, одинаковый грунт, торф был заказан из одной партии. То есть вот любит очень свет, видимо. В общем, подытожим. Кусты стоили 300 рублей за штуку. Это определенно стоило того. В Ленобласти вот этот сорт я, к сожалению, не знаю, какой это покупалось в Леруа Мерлен. Сорт, вот этикеточка, здесь написано, смотрите, саженцы голубики высокорослые. И вот гадай, что это такое, никакой информации. В общем, результат я считаю хорошим. Вот после посадки первый урожай, сигнальные ягоды, их довольно много. Вот тут вот видно.
посажен, соответственно, в торф, и вот чувствую себя в торфе отлично. Главное, что сейчас уже осень, конечно, вот есть листики, которые потемнели, но они потемнели естественным образом, то есть из-за осени. А в основном, вот посмотрите, здесь кислотности, видимо, ей достаточно. То есть вот листики, они не меняли цвет, они такие зелененькие, насыщенные. Побеги большие, новые, вот он идет с самого низа вот до верха, вот эти большие побеги. Хорошо себя чувствуют. И ягоды, конечно. Давайте попробуем их на вкус. Вот возьмем, должно хорошо отрываться. Но вот здесь видно, что она немножко недозревшая. Ну попробуем все равно. Ну немножко с кислинкой, явно недозревшая. А вот здесь вот эта большая выглядит отлично. В общем, вот эта маленькая была недозревшая, большая, она сладкая, без кислинки, ну такая чуть-чуть кислинка там, ну вот еле заметная, но она растворяется в сладости. Вот, то есть вкус вообще прекрасный. Единственное, что, конечно, надо смотреть, вот хорошо видно вот с этой стороны, они дозрели или нет. То есть вот как бы с ножки. Вот если ножка темненькая такая, то дозрела. Если там чуть-чуть еще светловатая, то не дозрела. То есть она, видимо, вот отсюда дозревает к ножке вот туда. Ну, попробуем еще. Вкус чисто черники, но только сладкий. Черника с сахаром, я не знаю. Вот это, мне кажется, еще не дозрело. В общем, к сожалению, сорт неизвестен. Какой-то поздний. Это канадский какой-то поздний сорт. Вот, но вкусные ягоды очень хорошие. Всем советую на своем участке обязательно иметь. Кустику 3 года. Вот, и он чувствует себя отлично. И урожай будет только возрастать с каждым годом. То есть эта ягода обрадует и вас, и ваших детей. Так что очень советую.